Здравствуйте, друзья! Вновь в студии Вестника Кавказа Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе, и вновь мы будем говорить о футболе. Много событий произошло на прошедшей неделе. Хотелось бы начать с двух, я бы сказал, таких знаковых игр. Это игра за Суперкубок, в котором встречались питерский «Зенит» и московская ЦСКА. Победил «Зенит» 1-0. И, конечно, такой, может быть, выставочный, не знаю, такой матч-шоу, это где играли чемпионы мира бразильцы и Терек. Во-первых, давай поговорим сначала о Суперкубке. Неожиданно, это, казалось бы, тоже выставочная игра, такая, с нее начинается сезон. В общем, особых там преференций в победе за Суперкубок, кроме славы, нету, ни особых денежного приза и так далее. Но уже несколько лет подряд эти игры очень напряженные, видно, что футболисты выкладываются. В общем, неожиданно мы обрели такой довольно статусный матч. Как вы это относитесь вообще к Суперкубку и, в частности, вот к этому, который прошел на прошедшей неделе? Я думаю, что это связано во многом с тем, что в начале сезона и футболисты, и зрители, все, в общем-то, по футболу соскучились. И футбол априори, популярнейший в России вид спорта, встречаются команды «Зенит», «ЦСКА», тут что там, «Спартак», «Зенит» принципиальный, может быть, хотя и не факт. Поэтому принципиальнейшие соперники, команды, которые ставят самые высокие цели перед собой. Тут, наверное, стоит говорить о том, что было бы удивительно, если бы этот матч не вызвал какого-то такого резонанса, не было бы борьбы. Поэтому тут, мне кажется, все закономерно. Мне кажется, очень удачный ход был, когда переформатировали Суперкубок. Вообще на Суперкубок во всем мире, в Европе, так сказать, и за Суперкубок играют команды, которые выиграли чемпионат и кубок страны. В России играет первая и вторая команда. И после того, как его переформатировали, тут же стало более интересно, более принципиально. Потому что, наверное, кубковая история советского футбола, в целом, она, подразумевала какой-то элемент случайности. Все-таки команда могла дойти на морально-волевых, по воле случая, обстоятельств. Если играет первая и вторая команда, то, в общем, эти команды, соответственно, заслужили, провели хороший сезон, и вряд ли за межсезонье могли как-то сильно подрастерять там финансовом и в каком-то. А вот как тебе вот эти разговоры о том, что первая и вторая команда, они участвуют сейчас в европейских кубках, скоро старт чемпионата. Я слышал мнение болельщиков, которые говорили, зачем проводить эту встречу перед такими ответственными матчами в Лиге Европы? Мне кажется, что если так рассуждать, то вообще зачем проводить очень многие игры, если у нас в 2018 году будет чемпионат мира? Зачем? Может быть, стоит как-то просто целенаправленно готовиться. Не надо. Мне всегда была достаточно абсурдная мысль, освобожденный тренер. Всегда говорили, Гия, что нужен был освобожденный тренер, который тренирует только сборную команду. А я вообще считал, что должна быть освобожденная сборная. Должны быть освобожденные игроки, которые тренируются только для того, чтобы играть в сборной. Они доиграли в клубе, все, попал в сборную и играй в сборной. А то у нас, или на Западе даже, все, завершил карьеру в сборной. Тот в сборную больше не хочет ехать. Освобожденная сборная. Поэтому, так рассуждая, матчи обязательно нужны. И в хороших чемпионатах, чем плотнее, скажем так, график игр, тем лучше тонус. И подчас длиннее должна быть скамейка. То есть можно выпустить других игроков, проверить. Я считаю, что больше матчей хороших и как-то. И раз. И, конечно, матч, который состоялся в Грозном, где Терек принимал чемпионов мира, бразильцев в своем стадионе. Такое. Да, это такое футбол-шоу. Интересно, как к этому еще, какое отношение. Прекрасные футболисты приехали. Праздник, полный стадион, 2 незабитых пенальти руководителям республики и так далее. Шоу такое. Как ты к этому относишься? Я отношусь к этому прекрасно. Потому что, по большому счету, что касается меня, я всегда болел, допустим, в детстве за тбилисское «Динамо». Потому что это было шоу. Это была, извините, обводка, индивидуальное мастерство. Допустим, господин Лобановский всегда говорил, что лучше отдать передачу, чем пойти в обводку, потому что шанс потерять мяч выше.
насколько бы ты не был искусен в этом аспекте футбола. Поэтому, когда происходит шоу-матчи, ты можешь насладиться техникой игроков, вот изяществом каким-то, тем более Бразилия. Мне смотреть приятно, я люблю финты, мне кажется, что это украшает футбол. Сейчас финтить и как-то вот брать игру на себя, такие игроки становятся просто там, Месси, становятся просто какими-то уникальными, которые могут вот так вот творить. Потому что, скажем так, какие-то 70-е годы, 80-е даже, таких не было скоростей, и техничным футболистам было легче просто на технике обыграть. Сейчас просто вырубают по ногам и все, и далеко ты не уйдешь. Поэтому такого рода шоу это здорово. Побольше бы таких шоу. Ну, и это все, как бы над этим не хихикали, как бы не иронизировали, но это действительно поднимает капитализацию нашего футбола отечественного. Ну, ее надо не то что поднимать, ее надо как-то вообще со дна, хоть как-то вот, какой-то груз, вот этот камень снять, чтобы хоть как-то началось какое-то движение. Потому что я думаю, с точки зрения убыточности, наш российский чемпионат должен, так, мы там должны возглавлять какой-то список. Если вот так провести, то думаю, что вы должны просто. Кирилл Немоляев и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. Мы продолжим говорить в следующей части нашей программы о самых заметных событиях в мире футбола и поговорим о невероятном, на мой взгляд, успехе донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов.